«Привет, армия». Были ли слезы Чингука вызваны не грустью, а словами Тэхёна? Почему эта невинная фраза в прямом эфире заставила его тут же опустить голову и промолчать? И почему весь мир теперь говорит об их последнем ужине после этого инцидента? Это ли настоящая причина, по которой Чингук плакал с Тэхёном? Загадочная фраза Тэхёна в прямом эфире вызвала взрыв эмоций, мировой тренд и подозрения армии. Когда появилось уведомление о прямом эфире с официального аккаунта Тэхёна, миллионы армий со всего мира быстро открыли экраны, время словно остановилось на мгновение. Веселое лицо Тэхёна приветствовало их на экране, он приветствовал их своим обычным мягким голосом, обсуждал еду, погоду и песни, которые слушал, все казалось нормальным, слишком нормальным. Пока это короткое слово не вырвалось из его уст, и в этот момент все изменилось. И, возможно, никто по-настоящему не осознал, что только что произошло, пока камера не сместилась в левую часть кадра. Чингук, который до этого слегка улыбался во время еды, внезапно опустил голову, его лицо скрылось за длинными струящимися волосами, а плечи начали слегка дрожать. Что именно сказал Тэхён? Почему Чингук так внезапно заплакал? И какое это имеет отношение к последнему приему пищи? Прямая трансляция поначалу казалась похожей на множество других. Тэхён и Чингук сидели вместе в небольшой уютной студии, ярко освещенной теплым светом. На столе стоял фастфуд, бургеры, жареная курица, картофель фри и нераспечатанная коробка с традиционной корейской едой. Они смеялись, переписывались и иногда поддразнивали друг друга, говоря, кто съел больше. Однако все изменилось, когда Тэхён прочитал комментарий фаната: «Если бы ты был моей последней едой перед смертью, кем бы ты был?» Это был странный вопрос, но типичный для вирусных трендов в социальных сетях. И с озорной улыбкой Тэхён ответил: «Я? Я хочу быть чем-то, что трудно проглотить, чтобы ты мог жить дольше». На первый взгляд это было забавно, армии рассмеялись в комментариях. Но Тэхён еще не закончил. Он повернулся к Чингуку и сказал: «Но она может стать тем, о чем ты пожалеешь, потому что ты прикончил ее слишком быстро». И за 2 секунды тишины, последовавшей за этим предложением, камера поймала Чингука, который внезапно перестал жевать, затем медленно опустил взгляд. Больше не было смеха, не было слов, только тишина и очень человеческий жест. Тэхён сказал это нарочно? Или он не осознавал смысла своих слов? Или было что-то скрытое за значением, ты тратишь их слишком быстро? Некоторые фанаты подозревали, что это личная отсылка, что-то, чего публика не знала. Появились теории, что фраза относится к их моментам вместе, которые казались слишком мимолетными в последнее время, что Тэхён чувствовал Чингука как счастливое воспоминание, которое ускользнуло и никогда не вернется. Но другие армии были более проницательны, они считали, что Тэхён говорил не с фанатами, а передавал что-то самому Чингуку. Если так, то какой скрытый смысл стоял за всем этим? Было ли это завуалированным извинением? Или эмоциональным намеком на их, возможно, натянутые отношения? Некоторые фанаты быстро начали перечитывать предыдущие трансляции, некоторые отметили, что за последние несколько недель выражение лица Чингука рядом с Тэхёном часто менялось, иногда оно было полно смеха, иногда слишком тихое. Даже во время их последнего выступления за кулисами Чингук долго смотрел на Тэхёна, но ничего не говорил. Осталось ли что-то недосказанное? Был ли этот момент со слезами на глазах кульминацией эмоций, которые слишком долго сдерживались? И действительно ли фраза «последний прием пищи», ставшая мировым трендом, действительно проистекает из настоящей личной боли? Все это быстро стало вирусным. 7-секундный ролик, где Тэхён произносит свою реплику, а Чингук начинает плакать, облетел весь мир. Многие шутили, поддавшись тренду «айдолы» — это последний прием пищи, но некоторые армии искренне чувствовали себя виноватыми, смеясь над тем, что для Чингука, вероятно, было так болезненно. Почему сейчас? Почему, когда мир раздирают конфликты, подобные конфликту на границе Таиланда и Камбоджи, эти два друга кажутся разлученными не войной, а словами? И вопрос становится еще глубже. Почему социальные сети отмечают этот момент мемами и вирусными челленджами? Неужели мир настолько жаждет отвлечений, что ему все равно, используют ли чью-то боль в качестве развлечения?
Что еще более удивительно, после трансляции личный аккаунт Чингука ничего не опубликовал, это было нетипично для него. Ни репостов, ни комментариев, просто тишина. Как будто он переваривал что-то слишком тяжелое, чтобы поделиться. Тем временем Тэхён все еще активен, все еще приветствует фанатов, но больше не упоминает трансляцию. Тишина была слишком подозрительной. За последним кулинарным трендом, который сейчас наводнил платформу X с 15% всплеском постов, стоит суровая реальность. Два друга, которые, возможно, отдаляются друг от друга, без того, чтобы мы знали, почему, и без того, чтобы мы могли это остановить. И в конце концов все сводится к одному вопросу. Это ли настоящая причина, по которой Чингук плакал? Неужели мир настолько увлекся этим трендом, что забыл, что за всем этим были два сердца, пытающиеся понять друг друга? Но, возможно, было слишком поздно. После того прямого эфира что-то изменилось в воздухе, не только для Чингука и Тэхёна, но и для миллионов зрителей, наблюдавших за этим в прямом эфире. Кто-то, возможно, невольно рассмеялся, кто-то проигнорировал это, но многие сразу почувствовали странный укол в груди, словно они только что стали свидетелями чего-то, чего публика видеть не должна. И, возможно, это было правдой, возможно, то, что произошло той ночью, было не для всех нас. Но теперь все стало явным, и что ранило еще сильнее, не было никаких объяснений ни от кого, ни от Бигайт, ни от Чингука, ни от Тэхёна. Просто тишина. И вопрос. Вопрос, который не давал им покоя. Что же на самом деле скрывается за фразой «ты можешь стать тем, о чем пожалеешь, если потратишь все слишком быстро»? Вопрос, который, по какой-то причине, ощущался как прощание. На следующий день после прямой трансляции хэштеги решетка #LasMeAlitHik и решетка #FaddiDiuman сразу же стали трендами по всему миру. Но тренд не означает исцеление, тренды не означают, что все в порядке. Одним из самых популярных видеороликов стал 7-секундный момент. Бесстрастное лицо Чингука внезапно преобразилось во что-то необъяснимое. Он не переставал смеяться, он был словно потерян. Его плечи медленно опустились, лицо опустилось, голос затих, а улыбка просто умерла. Некоторые называли это притворством, другие – фарсом, но те, кто следил за эмоциональным путешествием Чингука на протяжении многих лет, знают одно наверняка – это не было фальшью. Несколько фанатов раскрыли удивительные факты прошлых недель. Один из них – привычка Чингука в то время называть еду способом побега. В предыдущих трансляциях его засняли на камеру, когда он говорил «если я ем, я могу перестать думать». Или «мне нужна причина, чтобы сидеть спокойно». А теперь Тэхён говорит, что он – еда, которую съедают слишком быстро. Это метафора присутствия Чингука в его жизни? Или это проявление вины? Удивительно, но один из крупнейших фан-аккаунтов Кореи обнаружил, что за несколько дней до прямой трансляции Тэхён и Чингук не были замечены вместе на репетициях. Обычно они были рядом, даже короткие видео от стаффа показывали Тэхёна, стоящего на другом конце комнаты, в то время как Чингук был один на другой стороне. Не было никакого приветствия, не было смеха, был лишь пустой взгляд между двумя друзьями, которые никогда не расставались. Была ли эта фраза взрывом? Неужели жизнь не для всех нас? Среди армий циркулирует теория, что слова Тэхёна – результат боли, которую он слишком долго держал в себе, что, возможно, все это время он чувствовал себя брошенным. Возможно, Чингук исчез первым, а Тэхён взорвался самым тонким образом, через обидную шутку. И это не первый раз. Помните, как они появились на развлекательном шоу в прошлом году? Где Тэхён пошутил, что Чингук больше не отвечает на его сообщения. Все рассмеялись, но кто знает, может, это просто проявление разочарования. Так что, эта прямая трансляция была лишь вершиной айсберга? Слезы Чингука были вызваны чувством вины? Или это он действительно чувствовал себя брошенным? Некоторые фанаты, посмотревшие повтор, заметили нечто странное. Сразу после этих слов рука Чингука медленно схватила что-то под столом. Некоторые подумали, что это просто салфетка, но, по словам фаната, специализирующегося на цифровой криминалистике, это, вероятно, был подарок от Тэхёна, небольшое ожерелье, кулон, который они когда-то выставляли вместе на дебют BTS или на годовщину их свадьбы.
Если Чингук все еще носит его, то возникает вопрос, почему он носит его, если он больше не любит его? Или, скорее всего, он никогда не сможет отпустить Тэхёна. Среди ажиотажа вокруг последнего фуд-тренда, заполонившего интернет, мы забываем, что за кулисами стоят два человека, не персонажи, не просто артисты. А два человека, которые, возможно, переживают свой глубочайший личный конфликт. И, по иронии судьбы, все играют с этим контекстом через мемы. Если бы Чингук был моей последней едой, я бы заморозил его. Тэхён – это тот острый вкус, о котором я жалею, но продолжаю есть. Забавно. Для некоторых, да. Но что, если бы они это прочитали? Что, если бы Чингук увидел все эти комментарии, вытирая слезы? А вчера вечером произошло еще одно шокирующее событие. Тэхён удалил запись прямой трансляции. Архива больше нет в его официальном аккаунте. Никаких разъяснений, никаких объявлений. Он просто исчез, оставив после себя тишину громче крика. И эта тишина все еще раздается эхом.